Нас попросила пограничница показать свидетельство о рождении. А у нас их не было, само собой. Как я говорил ранее, цены в Уругвае зашкаливают. Мне так сильно не хватает мусорок. Всем привет, меня зовут Вальдемар фон Глобин, и вы на канале Аргентина Лайв. И в этом выпуске мы в Уругвае. Подъезжаем к границе с Уругваем. Значит, только что пересекли границу с Уругваем. Пересекли ее без паспортов, исключительно с ДНИ, потому что Уругвай входит в Меркосур. О Меркосуре я вам расскажу чуть позже. Это союз государств в Латинской Америке. В какой момент нас попросила пограничница показать свидетельство о рождении на детей, на Филиппа и на Николь. А у нас их не было, само собой. Были паспорта, а свидетельства о рождении нет. Она сказала, что нет, без свидетельства о рождении нельзя пересекать границу, но мы слезно сказали, что мы так долго ехали сюда, нам бы хотелось все-таки продолжить путешествие. Она сказала, в виде исключения, окей, езжайте. Так что двигаем дальше, мы уже в Уругвае, поехали. Друзья, мы находимся в столице Уругвая, город Монтевидео. Сюда можно добраться тремя способами. По суше на автомобиле, при помощи парома, нужно пересечь реку Рио-де-ла-Плата, и при помощи самолета. Мы выбрали два пути. Сюда мы приехали на машине, а обратно вернемся на пароме. Пойдемте смотреть и изучать этот город. В Монтевидео есть своя рамбола, прямо как в Барселоне. Она тянется вдоль побережья, протяженностью около нескольких километров. Тут бегают люди, катаются на велосипедах, загорают, просто пьют мате, проводят время на солнышке, наслаждаясь морским бризом. Уругвай – это небольшое государство. Население страны составляет 3,5 миллиона человек. Причем в столице проживает 1 миллион 400. То есть 40% населения всей страны. Безлюдные улицы воскресного Монтевидео. Страна находится на 37-м месте в так называемом индексе миролюбия по соседству с такими странами, как Литва и Италия. Но несмотря на это, именно центр города Монтевидео славится высоким уровнем преступности. Самое известное здание в Монтевидео – это Паласио Сальва, построенное в 1928 году. В то время это было одно из самых высоких зданий в Южной Америке. Вот таким образом выглядит курс уругвайского песо. За $1 получишь 37,8 уругвайских песо. Уругвайское представительство банка Сантандер. В банкоматах Уругвая можно снять как уругвайский песо, так и доллары США. Что мы сейчас и сделаем. Надо спрятаться. Так, вот он говорит, что максимально 5000 песо или 300 американских долларов. Я сниму для теста 100 американских долларов. $6 будет комиссия. Так. Момент истины. Все работает? Ба-бам! $100.
Переплываешь реку, оказываешься в Уругвае и снимаешь с карты баксы. Вот так это работает. Пришел в обменник, меняю $100 на 3750 песо. Именно в таких ларьках Абитап можно оплатить дорогу, коммунальные услуги и все платежи. Вот так вот просто можно купить сим-карту на улице, на главной площади. Порт Монтевидео – это основной торговый порт Уругвая. Располагается он в эстуарии Ла-Плата и является важным транзитным пунктом для грузов в Меркосур. Меркосур – это общий рынок стран Южной Америки, экономический и политический союз. Это второе объединение после Европейского союза по размерам и экономическому потенциалу. Согласно данным Всемирного банка, Уругвай относится к категории стран с высоким уровнем доходов. Это самая дорогая страна в Южной Америке. Цены на продукты ощутимо выше, чем в соседних странах. 62% населения составляет средний класс. В стране довольно равномерное распределение доходов, за что Уругвай иногда называют латиноамериканской Швейцарией. На 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда составляет $533 США. Экономика Уругвая в основном ориентирована на экспорт продукции и животноводства, но также достаточно хорошо развито сельское хозяйство. Большой процент от всего экспорта составляют такие группы товаров, как говядина, рис и соя. Уругвайцы, как и аргентинцы, очень гордятся качеством своей говядины. На 3,5 миллиона уругвайцев по статистике приходится 12 миллионов крупнорогатого скота. Попробовав стейки в обоих странах, могу с уверенностью сказать, что в Аргентине они вкуснее. В воскресенье на пешеходной улице никого. Все выглядит просто вымершим. Хотя здесь должно быть куча магазинов, баров, ресторанов. Но сейчас никого. Все закрыто. Морда. Подобные улицы у меня вызывают удивление. Я не понимаю, как в стране с таким высоким уровнем жизни такие неухоженные и неопрятные улицы. Согласно индексу восприятия коррупции, страна занимает 16 место в мире. Можно смело сказать, что коррупцию в этой стране практически победили. Уругвай – это единственная страна в Латинской Америке, где легализован каннабис. Здесь он продается так же, как в Амстердаме в кофешопах. Но купить его могут только местные. Туристам его не продают. В стране также легализованы однополые браки. Причем сделано это было в 2013-м, на год раньше, чем в той же Великобритании. Торговый центр Пунта Каретас расположился в здании бывшей тюрьмы. Здесь, в отличие от Аргентины, можно встретить такие бренды, как H&M, Xiaomi, Jack & Jones, American Eagle и прочие. В Уругвае, как и в Аргентине, обожают футбол. Уругвай является 4-кратным чемпионом мира по футболу. Тут очень любят этот вид спорта. 3800 уругвайских песо за 53 литра 95-го бензина. И горный бизнес в Уругвае, в отличие от большинства стран Латинской Америки, легализован. Именно по этой причине сюда приезжают тысячи любителей азартных игр со всего континента. Итак, мы осмотрели
столицу Уругвая и отправились в курортный город под названием Пунта-дель-Эсте. Постараемся захватить немножечко бархатного сезона. На улице 26 градусов тепла, так что вполне возможно, что даже я залезу в океан. Едем смотреть Пунта-дель-Эсте. Вперед! Друзья, мы добрались до курортного города в Уругвае. Называется он Пунта-дель-Эсте. Пойдемте его осматривать. Итак, мы заселились в апартаменты с видом на океан. Со всех сторон. Со всех сторон. Сейчас я вам покажу апартаменты. 2 спальни. И, собственно, здесь также присутствует вид тоже на океан, в другую сторону. Пунта-дель-Эсте много пляжей, но среди них выделяются 2 самых известных. Это Плая Браво, Плая Манса. Предлагаю погулять по ним и посмотреть, как они выглядят. Чего нет? Пойдем гулять. Пунта-дель-Эсте часто сравнивают с Майами за тесный союз высотных зданий, денежных потоков и красивой курортной жизни. Гуляя по набережной, наткнулись на ресторан морской кухни под названием Shark. Нам порекомендовали вот этого осьминога. Собственно, мы его и взяли. Как я говорил ранее, цены в Уругвае зашкаливают. Стоимость такого осьминога $50 США. Пунта-дель-Эсте разносится гулом стройки и возносится в небо подъемными кранами. Здесь строит свою башню Трамп, а Фенди возводит помпезное шато. Богатые аргентинцы, бразильцы и другие национальности активно вкладываются в недвижимость в этом месте. Вечереет, и рыбаки отправляются в океан за очередным уловом. В Пунта-дель-Эсте есть замечательный рыбный рынок. Рыбаки, которые продают рыбу, очистки бросают морским львам. Они здесь прекрасно себя чувствуют и кушают то, что не продается людям. Нормально тут чайки пообедали.
Центр города расположился на мысе или полуострове. Сейчас я иду по главной улице, проспекту Хуана Гарлеро. Значит, здесь находятся в основном все бары, рестораны, гостиницы, апартаменты. Слева от полуострова находится пляж Браво. Туда-то, собственно, мы сейчас и идем. Сейчас я вам покажу этот пляж. Гигантская рука Ла Моно приветствует вновь прибывших из-под толщи песка. Сами уругвайцы метко называют скульптуру пальцами. Интерпретация ее значения остается открытой, а распространенная версия – отчаянный жест утопающего. Мне кажется, я просто обязан искупаться. Вода 17 градусов. Атлантика. Погнали! Просто классно. Вообще освежает, бодрит. Чувствую себя прекрасно, обновился. Красота. Имея экспертное мнение о пляжах мира, заявляю, что пляж Плая Браво очень хорош. Отличный мелкий песочек, фантастически красивый Атлантический океан, хоть и холодный, градусов 17, но в целом супер. Рекомендую это место. Друзья, хочу вас познакомить с Матиусом. Он уругваец, живет в Монтевидео, но на данный момент отдыхает в Пунта-дель-Эсте. Здесь, собственно, мы и познакомились. И сейчас я спрошу у него, как ему живется в Уругвае, как у него дела, ну и задам излюбленные вопросы. Чё почем? Привет, Матиус, как дела? Привет, Вальдемар, как сам? Я надеюсь, ты ничего не сказал про меня. Ничего плохого. Скажи мне, пожалуйста, чем ты здесь занимаешься? Я переехал сюда в прошлом году. Раньше я жил в столице, в Монтевидео. А здесь я пытаюсь найти себя. Для этого нет лучше места, чем Пунта-дель-Эсте. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Полностью с тобой согласен. Я уже здесь провел 3 дня и однозначно с тобой согласен. Тут все супер. Есть пляжи, океан, тусовка. Полный набор для счастья. Не могу объяснить, просто надо быть здесь, чтобы это понять. Окей. А ты был здесь летом? Я здесь с мая прошлого года, поэтому я тут провел не только лето, но и зиму. В это время года достаточно прохладно и ветрено, но летом просто офигенно. А вообще много людей сюда приезжает летом? Летом это просто месиво из народа. Ты найдешь тут кого угодно. Сюда приезжают люди со всего мира, со всей Южной Америки, со всех частей Уругвая. Ну хорошо. И что, даже звезд можно встретить? Да, но это точно райское место в летний период. Сюда приезжают провести лето, так как тут есть все для отличного отдыха. Но почему они выбирают именно это место? Как ты думаешь? Ну, к примеру, если ты звезда из Бразилии, зачем тебе ехать сюда? Ведь у тебя в стране есть свои замечательные пляжи, например, Ипанема. Я думаю, что пляжи Пунта-дель-Эсте находятся на таком же уровне, что и в Бразилии. Я правильно понимаю, что это молодой город? Да, достаточно молодой. По-серьезки он начал расти примерно 20 лет назад. Ну, что-то типа того. До этого он был более, если можно так сказать, естественным, природным.
Сейчас тут много жилых высотных зданий, офисов и прочего. Этот город не похож на остальной Уругвай. Если ты посмотришь на фотки других городов, то сразу бросится в глаза очевидные отличия от того же Монтевидео, ну или других городов. Ну хорошо, объясни мне тогда, пожалуйста, почему жители других районов не переезжают жить сюда, ведь здесь гораздо лучше. Лучше, но дороже. К примеру, во время пандемии многие уругвайцы поняли, что тут можно жить и зимой, хотя до этого думали, что это исключительно летний курорт. Но прожив тут зиму, осознали, что это отличное место для жизни в любое время года. Поэтому каждый год все больше и больше людей переезжают сюда жить, хотя тенденция уезжать в зимний период все же осталась. Ну, а летом все сложнее и сложнее найти спокойное место. Лютый движ. Например, сейчас апрель. Посмотри вокруг. Никого. Пустой пляж. Он только для нас. Ну, вообще-то мы тут не одни. Какие-то люди, конечно, есть. Но в целом ты точно прав. То есть летом этот пляж будет полностью забит. Однозначно. Яблоку будет негде упасть. Ты, конечно, найдешь островок, куда приземлиться, но вокруг будут люди. Окей, ну хорошо, хорошо. Итак, ты говорил про цену. Скажи мне, пожалуйста, насколько дорогая тут жизнь? В частности, в Монтевидео и тут, в Пунта-дель-Эсте. Ну, это зависит от твоего стиля жизни. Как ты привык жить, на что ты привык тратить. К примеру, давай возьмем меня, мне 27 лет. У меня небольшие финансовые поступления. Надеюсь, ты понял, о чем я. Зимой, конечно, тут жить немного дешевле, чем летом. Не просто оценить мне стоимость жизни. Если говорить о стоимости жизни без аренды, то можно уложиться в $1000 в месяц. На эти деньги вполне себе можно жить. При условии, что ты будешь готовить сам, а не ходить по ресторанам. Ну хотя бы на разок в неделю-то хватит. Не, скорее раз в 2 недели. Это зависит от того, как сильно ты любишь есть в ресторанах. Значит, говоришь, 1000 будет достаточно на еду. Ну хорошо. А что насчет аренды? Конечно, это зависит от того, где именно ты хочешь жить. Ну и также от количества комнат. В среднем, если я скажу в уругвайских песо норм, думаю, что-то порядка $500-900 за однокомнатную квартиру в месяц в нормальном, не старом доме. Или даже за двухкомнатную, если ты хороший переговорщик. Да нет, это понятное дело. Также цена будет зависеть от количества людей. Если ты один, это одна цена, а если ты с семьей, с детьми, то это другая цена. Короче говоря, за $1000 снимешь нормальный апарт, и сюда будет входить уборка, спортивный зал и бассейн. За эти деньги можно снять на месяц? Или нужно подписать контракт на длительный период? Вообще можно снимать хоть на день, на неделю или месяц. Но стоит отметить, что в летний период это сделать достаточно сложно. Потому что, как я сказал раньше, народу просто тьма. Цена летом меняется? Да, цена в высокий сезон будет выше. Ну хорошо. К примеру, если ты хочешь снять на 3 месяца. Где нужно искать апартаменты? Есть ли у вас какие-то веб-сайты? Да полно сайтов, а также куча агентств недвижимости. Этот бизнес тут очень популярен, так как полно высотных зданий с апартаментами, которые нужно сдавать. Поэтому Google тебе в помощь, там ты найдешь сотни различных вариантов. Цена для всех одинаковая? Не имеет значения, иностранец ты или местный? Нет. Ну, может быть, если ты плохой человек, то возьмут с тебя побольше, но обычно цена такая же. Арендатор должен заплатить вперед за 3 или 4 месяца, или можно платить помесячно? А это зависит от тебя, как ты будешь платить. Например, можно заплатить вперед и получить скидку. Ну, или платить полную стоимость помесячно. Ты счастлив тут? Да, я счастлив. Единственное, что не просто найти работу вне сезон, но даже несмотря на это, я счастлив. Я вырос в столице в Монтевидео. Я прожил там 20 лет.
Достаточно. Да, достаточно. В принципе, достаточно и 2-3 дней. Там есть свои нюансы. Ты переживаешь за то, чтобы не сперли твои вещи. Тут же все иначе. Здесь спокойно и безопасно. Именно так я охарактеризовал бы это место. Даже несмотря на толпы людей в высокий сезон, тут очень безопасно. Это очень круто. Расскажи мне, что за люди сюда приезжают летом? Это уругвайцы или, может, по большей части аргентинцы? Какой возраст превалирует, молодые или пожилые? Кто эти люди? Да фиг его знает, кто они такие. Это зависит от времени года. В декабре, например, много людей из Аргентины. В январе уже больше людей из Бразилии. А в феврале приезжают чилийцы. Но вообще тут можно встретить людей со всего мира. Я вот, например, встретил русского пацана в апреле. Ты сказал, что счастлив тут. Хотел бы ты уехать из этой страны или собираешься провести тут всю свою жизнь? Ну, вообще, я планирую жить именно здесь. Тем более, я много чего хочу, и мне нужны деньги для этого. Так что я должен дофига и усердно работать. Я хочу много путешествовать, но основную часть своей жизни я хочу провести именно тут. Это мой дом, моя пристань. Путешествовать — это класс, познаешь новые культуры, страны. Но Уругвай — это мое все. Это очень важно. В своих путешествиях я часто спрашиваю людей, счастливы ли они в своих странах, или бы хотели переехать куда-либо. И знаешь что? Зачастую я слышу в ответ на свой вопрос подобный ответ. Я бы хотел пожить в другом месте. Так что большая часть людей хочет переехать куда-либо из своей страны. Поэтому это очень интересно услышать от тебя такой ответ, от уругвайца. Я, честно говоря, когда ехал сюда, не знал об этой стране буквально ничего. Всего лишь пару страниц, прочитанных в Википедии. Вот и вся информация. Да-да, что за хрень там творится в этом Уругвае? Но проведя тут какое-то количество дней, я понял, что это крутая страна, и люди, живущие тут, действительно счастливы. Аргентина и Уругвай — это страны, входящие в Меркосур, так? То есть аргентинцы, по сути, свободно ведь могут жить здесь. Да, любой житель этого содружества может выбрать страну для проживания. Но в конкретный момент жизни для аргентинцев тут очень дорого. С тем экономическим кризисом, который они переживают, это не просто переехать сюда. Уругвай красив, но при этом и очень дорогой. Особенно если ты хочешь приехать сюда и найти работу. И есть еще такой нюанс, что уругвайцы, в отличие от аргентинцев, привыкли тяжело работать. Да, это похоже на правду. Ну хорошо. Скажи мне, пожалуйста, к примеру, если ты работаешь официантом, на какую заработную плату ты можешь рассчитывать? Официальная зарплата официанта примерно $1000. Но помимо этого они также получают и чаевые, это тоже очень важная часть их зарплаты для официанта, бармена и прочего обслуживающего персонала. Сколько чаевых тут нужно оставлять? 10%? Да, пожалуй. Если тебе понравилось, как тебя обслужили, то ты можешь оставить и больше. И наоборот, если тебе не понравилось, то и оставлять ничего не нужно. Ну, хорошо, с официантом все понятно. Ну, а если ты, например, менеджер в какой-нибудь иностранной компании, на какую заработную плату ты можешь рассчитывать? Ну, менеджер — это совсем другая история. Тут, конечно, побольше будешь зарабатывать. Скажем, что-то около $1500 или $2000. А сколько налогов нужно заплатить с зарплаты в $1000? У нас тут есть такой налог, как налог на здравоохранение. Составляет он примерно $100 с 1000. $100 с $1000. Да, может быть чуть больше, но не сильно. То есть налоги не такие уж и высокие. Нет, это не совсем так. Это зависит от уровня твоей заработной платы. У нас действует прогрессивная шкала. Она состоит из 3 уровней. Если ты получаешь $1000, то платишь 10%. Если ты получаешь $2000, то платишь 15%. Я точно не знаю цифры, но это плюс-минус так. Окей, я понял, прикольно. Ну а теперь расскажи нам, пожалуйста, про матте. Я ждал этого вопроса.
Вообще, мате – это часть нашей культуры, как аргентинской, так и уругвайской. Давно идут споры, кому именно принадлежит этот напиток, кто первый его придумал. Но по сути, он принадлежит обеим странам. Это очень интересный напиток. Помнишь, я тебе говорил, что первый глоток очень специфический, но потом втягиваешься и уже без него не можешь. Я точно тебе говорю. Я даже не знаю, как это тебе объяснить, так как я уругваец и просто вырос с ним в руках. Ты же видишь все вокруг с термосом. Те ребята, что сзади, стопудово тоже с матте. Итак, у тебя есть матте, куда ты засыпаешь шербу. Не знаю, как это перевести. Ну, что-то типа чая. Ну, типа да. Ты засыпаешь его в матте. Также у тебя должна быть бомбиша и термос с горячей водой. Дальше ты заливаешь горячую воду в матте. После того, как она наполнится, наслаждайся великолепным вкусом. Лучшим в твоей жизни. Так что, ты хочешь попробовать и показать это своим подписчикам? Да, конечно. Пожалуйста, я попрошу обратить ваше внимание на его лицо. Давай, погнали. Не такое горячее, как вчера. Вчера было отличное. Ты должен выпить все до конца, чтобы в матте не осталось воды. Также уругвайцы любят делиться матте, особенно если это иностранцы, потому что, скорее всего, они никогда не пробовали нечто подобное. Это знаешь, на что похоже? Это похоже на то, как это делают дикие племена, индейцы, которые живут в джунглях и курят трубку мира. Супер, прикольная штука. Бодрит. Эту штуку мне подарила мама. Что тут написано? Уругвай. Я думал, может быть, она какая-то особенная, специально сделана для тебя. Да-да, вообще на бомбише выгравировано мое имя. И, между прочим, это очень серьезный бизнес в Уругвае. Окей, Матиус, спасибо тебе большое за это интервью. Нет, это тебе спасибо за твою фантастическую энергию, за твой... Не знаю, как перевести на английский. За твою улыбку и энергию, которой ты делишься. То же самое могу сказать и про тебя. Ты улыбаешься, счастлив и пышешь энергией. Спасибо тебе за это, дружище. Спасибо за это интервью, и я надеюсь, оно поможет кому-то решиться посетить Уругвай. Кто знает, может, после этого вы даже решите здесь остаться. Ну что, ребят, Матиус нам немножечко рассказал о Уругвае. Я надеюсь, теперь вы больше знаете об этой маленькой, но фантастической стране. Пляжный день заканчивается, и наш караван движется дальше. Друзья, хочу обратить ваше внимание на цены в уругвайском маркете. Мы находимся в супермаркете в Уругвае, в городе Пунта-дель-Эсте. Я хочу показать вам цену. Значит, килограмм куриной грудки стоит 530 уругвайских песо. 530 уругвайских песо — это приблизительно 1100 рублей. Нормальная цена? Такая же история с говядиной. Килограмм говядины стоит порядка 1100-1200 рублей.
Бутылка уругвайского Sauvignon Blanc стоит 2 с небольшим тысячи рублей за бутылку. А вот сколько стоит Red Label Montevideo в Уругвае. Индекс Фернета зашкаливает. Значит, багет стоит 209 уругвайских песо. Это 400 рублей. За 2 кусочка хлеба. No, gracias. Вау! Хочу заострить внимание на одной особенности, характеризующей это государство, как однозначно европейское. Здесь мусорки, посмотрите, на каждом столбе. Мне так сильно не хватает мусорок в Буэнос-Айресе, а здесь они повсюду. И это очень удобно. Правда, очень удобно. Короче, я люблю мусорки на каждом столбе. Друзья, в общем, констатирую факт, но пляжи в Уругвае топовые. Это место, куда хочется вернуться. Мы в восторге. Нам очень здесь понравилось. Мы продолжаем наше путешествие вдоль Атлантического океана, двигаемся в сторону границы с Бразилией. По пути нам будут встречаться маленькие, уютные, красивые деревушки. Я вам их обязательно покажу. Друзья, мы с вами находимся в месте под названием Хосе Игнасио. Это где-то в часе езды от Пунта-дель-Эсте. Славится оно своим маяком, красивым пляжем и кайт-спотом. А также здесь есть ресторан, который входит в топ-50 лучших ресторанов Латинской Америки. Мы попробуем туда попасть. Но не уверен, что у нас получится. Срок ожидания своего столика может составлять несколько часов. Вот, например, так выглядит Real Estate.
Здание муниципалитета. В каждой винодельческой стране Нового Света есть своя звездная лоза. И в Уругвае эта звездная лоза Танат. Если вы думаете, что Уругвай и виноделие – это разные вещи, то это не так. На сегодняшний день Уругвай активно врывается в мир виноделия. Уругвай является одним из первых винодельческих регионов мира, который внедрил систему полного прослеживания абсолютно для всех вин, произведенных на территории страны. Каждая бутылка уругвайского вина, произведенная после 2020 года, снабжена QR-кодом, просканировав который, получаешь самую точную информацию о вине, вплоть до типа почв, на которых был выращен виноград для производства вина, и даже номер конкретного участка виноградника. Мы находимся в последней точке нашего путешествия в городе Колония дель Сакраменто. Этот город был основан португальцами в 1680 году. Он постоянно переходил из испанских рук в португальские. Дело в том, что на противоположном берегу реки Ла-Плата испанцы построили Буэнос-Айрес. И между португальцами и испанцами были постоянные споры за то, кому будет принадлежать эта территория. Город находится под охраной ЮНЕСКО. Пойдемте посмотрим, что они тут охраняют. Гуляем по колонии, наслаждаемся красотой и тишиной. Никого нету, будний день, при этом все работает. Очень классно. Португальский след Азулежу. Все, что осталось от крепостной стены. Конечно, посмотреть старый город с двумя детьми задачка не из легких. В этом месте просто преодолеваешь одно препятствие и тут же натыкаешься на другое. Сплошные валуны, камни. В общем, одной я тут точно не справлюсь, поэтому иди помогай мне. Рекомендую вам не брать такую коляску, как у нас, а брать какой-нибудь слинг для малыша и старшего вести за ручку, потому что это просто нереально. Вот такая она, колония де Сакраменто. Португальская и древняя. Обратно в Буэнос-Айрес мы будем возвращаться на пароме.
Чтобы купить билет, можно посетить сайт Букибаса, либо приехать сюда в терминал и приобрести билеты в кассах, что я, собственно, и сделал. Скоро будем грузиться. Мы приехали в порт, припарковали машину. Вот здесь вот, собственно, все выстроились в очередь. Вот паром. Теперь мы идем на чек-ин. Сейчас, собственно, покажем билеты, ДНИ. И сказали дальше ожидать в машине. Прошли чек-ин, получили билет. Теперь сказали идти в миграцион. Идем в миграцион. Прошли паспортный контроль. Вот с этими пассажирами без очереди. Сделали достаточно быстро. Значит, с ДНИ никаких печатей в паспорт не ставят. Поднялись на второй этаж. Пассажиры идут через кишку на паром, а я как водитель иду парковать автомобиль. Туда же, в паром. Таким вот образом плотненько все паркуются на пароме. Здесь присутствует пункт обмена валюты и duty free. Также на пароме можно перекусить. Паром отходит в аккурат на закате. И все его снимают. Друзья, на этом наш выпуск про Уругвай подходит к концу. Надеюсь, он был полезен и вам понравился. Подписывайтесь на наш канал. Это позволит нам стать лучше. Nos vemos, amigos. Всех прижал к сердцу. Buen viaje!